Господа, я думаю, вы все прекрасно знаете нашего постоянного спонсора. Это мобильную игру Викинги. И нужно действительно сказать им спасибо, потому что благодаря им наши проекты развиваются и заканчиваются быстрее. Такое ощущение, что игра никогда не покинет вершину чартов военно-экономических стратегий. И это неудивительно, ведь постоянное обновление радует сердца уже более 20 миллионов игроков. Можно испытать себя на прочность в суровых сражениях, а можно постичь настоящую дружбу, делясь ресурсами и помогая соклановцам. В Викингах круто то, что каждый игрок может вести бой в своем стиле. Это делает игру еще более динамичной и интересной. Ну и само собой, Викинги не перестают удивлять нас крутыми конкурсами, ведь в этом месяце 2 игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть новейший iPhone 11 Pro. А тот, кто прокачает свой дворец до максимального уровня среди остальных игроков до конца октября, получит, естественно, божественный MacBook Pro. И самое шикарное в этом конкурсе это то, что для того, чтобы победить, нужно просто играть. Не пропустите розыгрыш, который состоится уже 5 ноября. И главное, помните, что каждый клик по ссылочкам в описании, ваш клик по ссылочкам в описании делает так, что мои проекты развиваются быстрее. Поэтому, пожалуйста, скачивайте Викингов именно по моим ссылкам, и тогда вы получите 200 голды и бесплатный щит. Все ссылочки будут в описании и... Доброго дня. Константин. Николай. На машине 38 лет. Вот, краска своя, ничего не делал вообще. Даже хром без этих самых. Ну, передний чуть в раковинках. Это Такое. не страшно. Ну, так, 50 на 50, скажем. Лонжи. Все пошло. Залито. Ну, это этот самый. Это Это мобиль. вибропласт. Это даже этот самый. Типа рубероида, ничего это себе. шумка. Погоди, шов. Ага. Не-не-не, ну, выварилась вот эта часть. Ну да. Ну, да. это нормально. Сварки на ней не было. Ну только сзади там. Не, ничего не менял. Я мог замазать чем-нибудь. Угу. Ну, Короче говоря, нормально. Ну, неплохо, знаешь, что радует особо. Вот эти все кромки, видишь, все Не, живое. ну все, Смотри. вот оно Вот не это. распупелено, Это вся вот эти петушня все обычно безделочки, всегда по бороде понимаешь? идет. Вон, видишь, шов не расходится еще до сих пор. Вот это вся складка живая. Вот эти вот резиночки. Вот Ну, это то есть всё. какие-то мелочи, но они это основное. Да, но самая проблема всегда это вот это все. Когда он начинает идти, его уже не выведешь вообще никак. Это прям Ну, задница. Это тоже все под переделку, грубо говоря, но Ну, не, да. не той кровью просто. Петли. Петли на местах даже, смотри. Ну, он тут чуть начинает идти, но это еще решаемо. Угу. Угу. Это все живое, это все живое. И комплектненькая такая, ты смотри. Ага. А ничего себе. Да, видишь, что даже не надо перешивать это самое, тут его нет. Хотя тут просто надо шумкой за... Ты смотри. О, нифига себе. Вот это прелесть. Нет, двери тяжелые такие. А? Двери тяжелые. Здесь не потресканное ничего еще, все в заводе. По баку крепление глушителя на месте, даже гнище, ничего не сгнившее. Амортес сзади, но это все хер. Лонж чуть подзамятый получил, но не критично. Как у всех, грубо говоря. Вообще не влияет ни на что. Второй лонж тоже чуть получил вот тут. Ну, это всегда, когда переезжают камни снизу, да, подзамятый. Но он не гнилой по виду. Такое ощущение, что ее даже шприцевали. Прям вся подвеска-то сырая. Все прям по канонам. Забирать надо, мне кажется. Да. Моторный щит. И... Да, ну это, ну, все решаемо. Она плюс еще под перекрас. Смотри, оно там не гнило. 81-го пошли. Оно не гнило там, смотри. Насос, все это подтекает чуть, как у всех. Вон там немножко хомутов. Так и зачем? Аккумулятор только что поставленный. Не, она просто, скорее всего, перегорела. Есть! Сейчас, секунду. Обалдеть. Ну да, ему барахлит переключатель. Обалдеть. Да.
Не, огонек. Надо заб... В конечном итоге, господа, пусть хоть и не мной, но, грубо говоря, нами, я позже все объясню, за 150 тысяч рублей, если не ошибаюсь. 120 тысяч рублей был приобретен 24-й кузов Волги, причем не 2410, а именно ГАЗ-24 81 года. Конечно, под восстановление, само собой, но под восстановление правильное, то есть это машина без гнили, как мы узнаем. И более точный диагноз будет поставлен в конце этого видео, когда мы ее... в конце этого видео, а пока все, что мы имеем, это та машина, на которой можно прямо сейчас сесть и поехать. Безусловно, она не идеальна, но она комплектна, она абсолютно чистая по документам, она уже встала на учет на нового владельца, и на ней уже можно поехать прямо сейчас, без вложений, смс и регистрации. И это, я считаю, ее главное достоинство. Объяснять там, что такое 24-ка, как она выглядит, какие там года, историческая справка, я думаю, это никому не интересно. Все прекрасно в курсе, что такое Волга. Надо просто понять, что же нам досталось за 120 тысяч рублей. Самое главное, это, ребята, 24-ка. Это атмосфера Советского Союза, не России. Хотя перестройка в каком году началась? Вадим, не подскажешь? В 86-м, 7-м. То есть это еще до рест. Когда еще страна не стала уже рестайлинговой, то есть это прям совсем СССР. У нас уже прогретый мотор, он заводится. То есть, в принципе, в этой машине все исправно. У нас прошприцованные шкварня, она обслужена, в ней есть масло, в ней есть топливо. Цилиндров в ней 3, как это часто бывает в Волгах, потому что в этом моторе никогда невозможно, если ты в него не лез за последние там 2000 километров, чтобы все работало правильно, потому что клапана нужно постоянно донастраивать, карбюратор постоянно нужно донастраивать, оно все живое, живет своей жизнью, прокладки все начинают ссать, если ты в них там хоть чуть-чуть долго как-то не залазил. Ручник. Отлично. Вот это вот возраст сказывается. Я знаю, что у многих 81 года рождения уже вот так же абсолютно. И никак ты не заставишь это, чтобы туда стояло. 4 ступени у нас есть. 99, кажись, лошадиных сил. Могу ошибаться. Я не помню, сколько в 402 моторе было в стоке. Она едет вся как-то вот так. У нас педаль живет как-то вообще своей отдельной жизнью. То есть у меня нога сейчас находится на педали, и педаль сама постоянно так вот пульсирует. Да, это нормально. 3-я зашла. Спидометр, я не знаю, адекватно показывает или нет. Можно попробовать сравнить. Сейчас на спидометре за 60. И это практически предельная скорость. Потому что даже мы сейчас 4-я заходит. И дальше она уже не разгоняется. Все, вот 75 у нас висит. Фактически 67 километров. Все, 70 мы разогнали. Да, 72 даже. И это предел. Тормоза у нас все в круг барабанные. Поэтому тормозить здесь приходится душевно. Она, естественно, заваливается. Ни о каком рулевом. Патимейкер. Шейкер. Ни о каком рулевом говорить не приходится, само собой. И это все так же было нормально. Это 24-ка. Само собой, никакого гидрача у нас нет. Но передача, кстати, включается без хруста. И четко, по сей день. Подушек нету, скорее всего, ни мотора, ни коробки. Потому что все очень сильно болтается. Люфты бешеные во всем. Ну, не знаю, наверное, нет смысла его насиловать, честно говоря. Поэтому, наверное, и не будем. Давай попробуем поворот на газу. Ну, неплохо это, кстати, было. Могло быть и хуже. Смотри, на 50 километрах в час, если попробовать рулить,
Причем рулится она как-то странно. Она пытается еще поймать маятник сама. Его потом приходится компенсировать, это раз. А два, видимо, что-то не то с развалом, потому что она еще норовит... Нас уже опознали. Она норовит еще поднырнуть как-то в поворот. Подламливаются, видимо, передние колеса или резина. И как-то морда неконтролируемо хочет дальше уже после поворота руля продолжить этот поворот. Что странно. Но работает все. Трындец. Как на ней какие-то погони осуществлялись, мы просто не представляем. Работает печка, работают дворники во всех режимах, все приборы, амперметр, датчик температуры двигателя, датчик положения топлива в баке. Все работает в этой тачке, ребята. Это просто какая-то находка. Ну, звуки издают немного странные, на самом деле, но в ней тепло, в ней воняет плесенью. И, кстати, она из того времени... Ну, вот такой вот двигатель. Причем это на этом перекрестке. Вот сейчас просто 3 цилиндра осталось. Просто 3 цилиндра и холостые, типа 200. Мы можем проехать 2 минуты, и все восстановится само, потому что все-таки года. Пробег 200 тысяч. Только обкатка. Смотри, что нас радует. Низовой мотор, да? Смотри, бросаем сцепу при бате. А? Заметь, 81 год. А теперь тормоза. По-моему, только перед есть. И она при этом так мордой ныряет в асфальт, что такое ощущение, что она пытается тормозить по большей части не тормозами, а поддоном, который при этом упирается в асфальт. Ну что сказать, ребятушки, как кузов, эта машина идеальна. Когда она стоит, ты ей наслаждаешься, она красивая, ее хочется фотографировать. Когда ты в ней едешь, конечно, немного все разрушается. И понятно, что двигатель можно настроить и сделать так, чтобы она типа как бы даже ехала-валила. Но с этим рулевым, с кинематикой этой подвески, с отсутствием мощности как таковой, в этой машине заглохли мы. Не проблема, мы же на палочке, вот видишь, и все, и погнали дальше. Вот очень ей не хватает мотора, руля и всего, что касается именно езды. Короче, мы понимаем, что на сегодня эта машина не соответствует реальному времени настолько же, насколько мой костюм не соответствует Волге. То есть это просто совсем разные вселенные, это вообще ретро. И она сейчас пригодна для чего? Чтобы или ее типа восстановить, отреставрировать, и ездить на ней иногда медленно и типа с комфортом, или сделать из нее интересный автомобиль. У Волги есть одно интересное преимущество. Она большая, тяжелая. Если ее разогнать ходами, она проскочит любую лужу. Плюс у нее все-таки какой-никакой, но низовой на самом деле мотор. Вот сейчас мы попробуем это все установить. Давай. Нам нужно просто заехать на это поле. Там резины сзади нет вообще, но она едет. Слушай, вообще постоянно буксует, но едет. Главное не борщить с газом. Все, огонь. Мы на поле. Дальше можно дубасить. Просто как на изи проехала абсолютно. Тачка космос. Короче, такое рубилово было, ты пропустил, просто жесткач, просто жесткач. Мы доказали, что 24-ка не хуже Wrangler на бездорожье, потому что они стоят рядом в одном и том же поле. Логично? Логично. А теперь мы все это разберем.
А теперь, господа, надо сделать небольшую вам вводную насчет такого, что же такое Real Russian Custom. И хотя это вроде как ателье наше, мы здесь все решаем, но мы без клиентов, без заказчиков, в общем-то, как известно, не существуем, мы никто. Поэтому это ателье создано было изначально, как и Копейка, которая стоит здесь сбоку, так и Волга за нами, для того, чтобы удовлетворять желания клиентов. Да, в данном случае у нас есть мужчина Василий. Кто, как и, честно говоря, многие из вас и из нас мечтал о 24-й Волге. Я бы прям хоть сейчас ставь мне ее, вот заберу, честно. Прям 24-я Волга – это машина, которая порадует, я думаю, любого нормального мужика в этой стране. А может даже и не только в этой, если честно. Каков был план? План был сделать машину для себя, чтобы она ехала. Это вообще моя мечта, это машина моей мечты, когда я был маленький. И мои родственники владели ими, у него была белая тоже Волга. Это была замечательная машина, очень удобная, она такая мягкая, она быстро ездила, да, относительно всего остального. Поэтому я решил, в обход своей жены, она пока не знает, вот. И никто ей не говорите, кто увидит. Мы замажем. Все понимают, можете лицо замазать. Да. Вот, я хочу к ней приехать на 24-й Волге, на синей. Вот. И посмотрю, что она скажет. Но 24-я Волга в текущей конфигурации обладает некоторыми незначительными недостатками. Да, мы сейчас их все увидели. Да, это больные пальцы, больная спина. Это, но с другой стороны, мышцы, не надо ходить на фитнес. Вот, да. Поэтому, конечно, мало мощей, поэтому хочется что-то поменять. То есть хочется, помимо того, чтобы она была комфортная, она на самом деле даже сейчас довольно комфортная, если да. мы говорим по подвеске, хочется, чтобы она еще была сильная. Хочется, чтобы она хорошо ехала. Понятно, что я не ставлю цели для себя дрифтить, вот, но если такая возможность будет, это будет неплохо. То есть, по сути, нужно добавить в ней еще чуть больше комфорта, чтобы был гидроусилитель руля, скорее всего, да? Может быть, чуть более комфортная подвеска, но при этом, чтобы она оставалась Волгой, я правильно понимаю? Да, это должно быть ощущение 24-ки, да, мы не должны сделать из нее Toyota. Машину, да. Да, или что там угодно еще. Хорошо, получается, что у нас есть для этого все возможности, опыт самое главное, потому что я уже ездил на стоковых Волгах, теперь уже после этого видео, я уже ездил на Волгах на УЗ-те, и в принципе представляю, что даже нужно ради этого сделать. Да. То, что интересно всем. Волга, УЗ, все это фигня. Когда мы повалим, Вадим? То есть, когда мы повалим? Вот ты все решаешь. Когда эта Волга будет ехать с дымом из-под задних колес? После Нового года будет ехать. То есть это вообще какие-то краткие сроки? Ну, учитывая, что мы с вами сидим в середине октября. Ты же знаешь, я не люблю это все растягивать. Размусоливать. Конечно, надо, если беремся, делаем, у нас все комплектующие есть, она сейчас заехала, и мы начинаем с ней работать. То есть ты хочешь сказать, что в январе будет жарко? Да. Ну, как может быть в январе. И на Василии будет самая главная и непростая задача, это в конце сказать, что ничего не получилось. Потому что я хотел лучше. Вот это самое главное. Потому что здесь нельзя будет соврать и сказать, что ну вроде ничего. Здесь надо будет говорить как есть. Я честный человек, я всем все говорю в лицо, поэтому... Вот это именно в лицо. Вася предупредил. Да, что будет нормально. Собственно, со всем этим багажом, господа, дальше мы и начинаем это разбирать. Сейчас мы подгадаем, под подушечку туда, под подушечку сюда. Все, смотри, какой космос. А кто все придумал, а? Ёптель.
Итак, как вы видите сами, у нас сейчас есть все необходимые элементы для того, чтобы заставить Волгу валить. По крайней мере, просто валить. У нас есть УЗ, у нас есть задний супроподрамник с уже заваренным дифференциалом, но это временно. Причем это тот самый подрамник, который стоял на антигелике. Он точно проверен, он точно держит УЗ, он будет делать бернаут, у него уже отличные тормоза, его даже не пришлось покупать, потому что он у нас был, он даже уже обслужен. Он просто долго лежал в кустах, поэтому он такого вида. Все почистим, покрасим, встанет как новенькая. Ну, УЗ, сами понимаете, в Волгу это задача уже неоднократно решенная, грубо говоря, еще до нас. Таким образом, в течение ближайшей недели-двух это все должно собраться и куда-то поехать. И, безусловно, это будет не финал проекта, потому что Волга не будет просто на УЗ и супроподрамнике. Волга будет еще перекрашиваться, еще будут выполняться другие пожелания клиента. Таким образом, ребята, все в наших руках. В следующих сериях мы будем действовать, а поедет она, я думаю, что уже через 2. Еще будет одна техническая серия, где это все поставится, и следующая серия, где дособирается, определяется электрика и уже совершается первый выезд. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео, огромное всем удачи и пока!